Стандартная автоатака — это выбор работяг. Парочка полезных команд консоли. Не зря же ее подключал. До ввода этой галочки у меня было очень много ситуаций, когда я просто не долетал до точки назначения. Может быть, русскую тут сделать? Там было что-то типа... Вы знаете, как... Так, ладно, все, я собрался. Всем привет, меня зовут Чачло, и сегодня я помогу вам настроить Dota 2. Итак, приступим к самым простым настройкам, которые необходимы. В Dota я предпочитаю играть на квиккастах, поэтому переходим от применения к быстрому, вот сюда. И, как вы видите, все уже расставлено. Тут вы можете первая билка, вторая, третья. Забинить их вообще как вам угодно. Большинство игроков играют на QVR, магазин на кнопочку B, выбрать героя на F1. Ну, еще есть 4 подконтрольные группы. Не знаю, зачем мне столько их, но как минимум 3 использую. Очень полезно иметь подконтрольные группы, если вы играете на героях, на которых много юнитов. Хоткеи. Я вам советов дать не могу, какие вам нужны, потому что это, правда, на вкус и цвет. Предметы, это тоже дело абсолютно каждого. То есть я лично имею 2 слота не на квиккасте, и остальные 4 на квиккастах, даже 5. То есть у меня на первом слоте есть и квиккаст, и не квиккаст. Раньше я играл раскладкой с Хона, то есть каждый слот инвентаря был Alt-Q, Alt-V, Alt-E, а нижний Alt-Z, он был Alt-A, Alt-S и Alt-D. На некоторых героях и на некоторых шмотках так играть неудобно с зажатым альтом. Поэтому я от них быстренько отучился и перешел на ZXC нижние слоты. Стало намного проще играть. А вот единственный слот, с которым я не смог распрощаться, это Alt-V. Его я до сих пор использую. Ему я не нашел альтернативы. Автоатака. Это автоатака вообще у юнитов. Автоатака, настройки вообще здесь. Короче, без автоатаки играть очень тяжело, если вы играете с иллюзиями, юнитами. Они просто будут стоять и ждать вашей команды и не двигаться. Поэтому стандартная автоатака — это выбор работяг. С ней играть удобно. Также я играю с быстрой атакой и быстрым перемещением. Это квик-атака, квик-мув на английском. Потому что, играя на квик-кастах, и привычнее атаковать и двигаться, если я нажимаю M, тоже с квик-кастом. Очень важная для меня и, возможно, для многих из вас будет галочка «Остановка телепортации» отдельной клавишей S. Потому что до ввода этой галочки у меня было очень много ситуаций, когда я просто не долетал до точки назначения. И во время полета отменял его просто каким-то рандомным действием. Умное применение на себя — это тоже полезная галочка, очень, если вы играете именно с квиккастами. Потому что, какой-то предмет типа Иула, вам нужно было бы с квиккастами нажимать на свой портрет или на своего героя прямо в драке. Но с этой галочкой можно нажимать эти шмотки через Alt. Перейдем к настройке графики, наверное. Это не мои настройки графики. Так, и я предпочитаю играть с средними тенями. И, если честно, на очень простых настройках. Я обычно все снимаю и ставлю пару галочек, которые делают качество визуальной игры приятным. Я ставлю сглаживание. Так, блики свечей не ставлю. Вертикальную синхронизацию не ставим. По-моему, я ставлю сглаживание и все. Больше тут ничего не надо ставить. И качество теней среднее. Обязательно этот ползунок у нас на 100%, потому что если его убирать влево, то это качество картинки будет просто ужасным. Ну и количество кадров в секунду, соответственно, от вашего монитора зависит. То есть тут монитор 240, и, соответственно, максимальное значение ставим. Для кого-то будут важны настройки камеры. То есть ползунок скорости камеры я, если честно, им вообще не пользуюсь. Это для тех, кто двигает камеру по краю экрана. Я предпочитаю двигать его средней кнопкой мыши. Увеличенная миникарта обязательно. Настройки миникарты, помимо того, что она должна быть увеличенной, для меня нет каких-то конкретных. Можете настроить по своему усмотрению, вкусу, менять разный фон, цвета, сделать так, чтобы она вообще была цветная, такая интересная. Наверное, это не имеет особого значения. Не знаешь, когда она понадобится. Нужна всегда консоль. Поэтому включаем консоль, и она просто так не включится, когда вы нажали эту галочку, и приходится перезапускать игру. После этого она обычно появляется. Да, консоль появилась. И парочка полезных команд консоли. Очень полезная команда RAID. Дефолтное значение у нее стоит 80 тысяч. Это вроде как пропускная способность интернета в доте. И можно ее увеличить примерно в 10 раз одной простой командой. За место 80 тысяч пишите 800. И если
у вас возникают какие-то лаги при большом появлении юнитов, против PL, против бруды, то эта команда исправит их. Но если это, конечно, лаги интернета, не вашего ПК. Еще есть команда, если вы хотите что-то проверить, допустим, в самой доте можно написать map Dota, карта откроется. В ней, соответственно, можно написать свой cheats и делать что угодно. Допустим, тут, в отличие от Demo Hero, есть Рошан, есть руны, много чего интересного. С вами был Шачло. Сегодня я показал вам, как я настраиваю доту. Надеюсь, я показал вам что-нибудь интересное. Смотрите другие видосы на нашем канале. И всем пока! Да, конечно, сейчас только немножко дай мне отдышаться. Фух, всегда тяжело заканчивать, начинать очень легко. Пошли можно.